Прямо сейчас у вас в руках находится устройство, внутри которого миллиарды транзисторов выполняют триллионы операций в секунду. Нас приучили воспринимать такие технологии как вершину современной цивилизации. Результат долгого и медленного пути от каменных орудий к микросхемам. Но история развития знаний далеко не всегда выглядит как прямая линия. Иногда древний мир оставляет после себя объекты, которые кажутся слишком сложными, слишком точными или слишком странными для своей эпохи. Некоторые из них десятилетиями лежали в музейных запасниках. Другие до сих пор вызывают споры среди инженеров, археологов и материаловедов. И почти все объединяет одна вещь. Они выглядят так, будто появились намного раньше своего времени. Сегодня 7 артефактов, которые заставили исследователей по-новому взглянуть на возможности древних цивилизаций. Без пришельцев, без мистики, только реальные объекты, реальные измерения и вопросы, на которые до сих пор нет полного ответа. Начнем с Южной Америки. В Колумбии существует один из самых спорных и загадочных артефактов такого рода. Так называемый генетический диск. Это каменный диск диаметром около 22 см, изготовленный из ледита, очень плотной и твердой породы на основе кварца. И здесь сразу появляется первая странность. Материал одновременно твердый и крайне хрупкий при обработке. Одно неосторожное движение, и поверхность покрывается трещинами или сколами. Но главные вопросы вызывает не сам камень, а изображение на его поверхности. Сторонники подлинности уверены, что рельефы напоминают стадии эмбрионального развития, сперматозоиды, оплодотворение яйцеклетки и формирование человеческого эмбриона. Скептики считают это классическим примером интерпретации, когда современный человек начинает видеть знакомые биологические формы в абстрактных символах. Но если изображения действительно создавались как анатомические схемы, возникает очень неприятный вопрос. Откуда у древних мастеров могли появиться настолько детализированные представления о процессах, которые европейская наука смогла наблюдать только после изобретения микроскопа в 17 веке? Артефакт изучали и с точки зрения материаловедения. Некоторые исследователи обращали внимание на необычно ровные линии рельефа и отсутствие очевидных следов грубой механической обработки. Другие специалисты, наоборот, считают, что подобных результатов вполне можно добиться современными инструментами, а сам диск, вероятно, является сравнительно поздней мистификацией. И чем глубже погружаешься в историю этого объекта, тем менее однозначной она становится. Для одних генетический диск – красивая псевдоархеологическая легенда 20 века. Для других – артефакт, вокруг которого до сих пор осталось слишком много неудобных вопросов. Переносимся в Египет, в храм Сети I в Абидосе. На одной из потолочных балок, расположенной на высоте нескольких метров, находятся рельефы, которые уже десятилетиями вызывают споры среди любителей альтернативной истории. При определенном освещении некоторые фигуры действительно начинают напоминать современные объекты. Вертолет, летательный аппарат с крыльями и даже нечто похожее на танк. Именно поэтому фотографии этих рельефов давно стали культом в мире археологических загадок. И чем дольше на них смотришь, тем неприятнее становится ощущение, что сходство слишком уж узнаваемое. Большинство египтологов объясняют этот эффект полимпсестом, наложением нескольких надписей разных эпох друг на друга. Со временем часть камня разрушилась, и отдельные элементы древних иероглифов визуально слились в формы, которые современный человек интерпретирует как знакомую технику. На первый взгляд объяснение звучит вполне разумно, но именно здесь споры и начинаются. Сторонники альтернативных версий утверждают, что некоторые контуры выглядят слишком цельными и геометрически согласованными, чтобы быть простым совпадением. Скептики отвечают, что человеческий мозг прекрасно умеет дорисовывать знакомые формы там, где их нет. Особенно если человек уже знает, что именно пытается увидеть. Именно поэтому абидосские рельефы до сих пор остаются одной из самых живучих загадок альтернативной археологии. Не потому, что они что-то доказывают, а потому, что выглядят достаточно странно, чтобы споры вокруг них не утихали десятилетиями. Но гораздо интереснее то, что рядом с этими спорами существует другой египетский объект, вполне реальный артефакт, который действительно изучали инженеры и специалисты по аэродинамике. Речь о так называемой птице из Саккары, небольшой деревянной фигурке, найденной в египетском захоронении и датируемой примерно 3 веком до нашей эры. Долгое время она считалась обычной ритуальной фигуркой птицы и практически не привлекала внимания.
А потом исследователи начали внимательно смотреть на ее форму. А у объекта почти отсутствуют декоративные элементы, характерные для египетских изображений птиц. Зато есть прямые крылья, вертикальное хвостовое оперение и пропорции, которые некоторым инженерам показались подозрительно близкими к примитивному планеру. И вот тут история снова становится странной. Египетский исследователь Халил Месиха построил несколько копий артефакта и провел аэродинамические эксперименты. Тесты показали, что модель действительно способна сохранять устойчивость при планировании в воздухе, по крайней мере в определенных конфигурациях. Конечно, это не означает, что древние египтяне строили самолеты, но сам факт того, что древний артефакт вообще приходится обсуждать с точки зрения аэродинамики, уже звучит довольно необычно. Большинство историков по-прежнему считают птицу из Саккары ритуальным или декоративным объектом. И все же споры вокруг нее продолжаются, потому что слишком уж редко древние фигурки начинают вести себя как примитивные планеры. И все-таки даже самые странные египетские находки меркнут рядом с устройством, которое многие историки науки называют самым невероятным механизмом античного мира, потому что для него уже недостаточно слов «символ», «совпадение» или «ритуальный предмет». Речь идет о машине, способной выполнять астрономические вычисления за 2000 лет до появления первых механических компьютеров. В 1901 году у берегов греческого острова Антикитера водолазы, добывавшие морские губки, обнаружили затонувшее древнеримское судно. Среди статуй, амфор и обломков корабля на поверхность подняли странный кусок окисленного металла, который долгое время просто лежал в запасниках Национального археологического музея в Афинах. А потом произошло то, что полностью изменило историю науки. Когда коррозия начала разрушаться, внутри металлического комка исследователи заметили крошечные бронзовые шестеренки с идеально выверенными зубьями. Так мир впервые столкнулся с тем, что позже назовут антикитерским механизмом, одним из самых загадочных инженерных устройств античности. В 20 веке артефакт начали изучать с помощью рентгена и трехмерной томографии. Исследования Дерека де Сола Прайса, Майкла Райта и других специалистов показали, что внутри корпуса находилась сложная система из десятков взаимосвязанных шестеренок. И чем глубже ученые изучали механизм, тем менее античным он казался. Устройство могло рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмения и моделировать астрономические циклы с поразительной для своего времени точностью. По сути, это был механический аналоговый компьютер, созданный более 2000 лет назад. Но самое странное даже не это. Некоторые инженерные решения внутри механизма напоминают принципы, которые в Европе массово распространились лишь спустя многие столетия. И именно здесь возникает главный вопрос. Если античный мир действительно умел создавать такие устройства, то где все остальное? Где более простые промежуточные механизмы? Где мастерские? Где следы длинной инженерной традиции, которая должна была привести к подобной сложности? Потому что технология такого уровня обычно не появляется из пустоты. Но антикитерский механизм словно возникает в истории почти внезапно, уже невероятно совершенным для своей эпохи. Именно поэтому многие историки науки называют его объектом, который заставил пересмотреть представления о возможностях античной инженерии. История хрустальных черепов – один из самых известных и одновременно самых спорных археологических сюжетов XX века. В 1920-х годах исследователь Фредерик Альберт Митчелл Хеджес заявил, что в руинах древнего города Майя на территории Белиза был найден человеческий череп, вырезанный из цельного куска прозрачного горного хрусталя. Артефакт весил около 5 килограммов и почти сразу превратился в легенду. И причина была не только в его внешнем виде. Главный вопрос заключался в самом материале. Кварц обладает высокой твердостью, а работа с крупными цельными кристаллами требует исключительной точности. Одно неверное движение, и внутри появляются трещины или внутренние напряжения, способные разрушить весь объект. Но чем внимательнее исследователи изучали череп, тем страннее становилась ситуация. Нижняя челюсть была выполнена как отдельная подвижная деталь, а внутренняя структура кристалла необычно взаимодействовала со светом. При определенном освещении создавалось впечатление, будто свет буквально выходит из глазниц черепа. Именно после этого вокруг артефакта начал формироваться ореол невозможной технологии. В середине 20 века объект действительно изучали специалисты Хьюлетт-Паккард, используя микроскопию и анализ структуры кварца. Некоторые исследователи утверждали, что обработка подобного объекта вручную потребовала бы колоссального количества времени
и невероятной точности. И вот здесь история раскалывается на две совершенно разные версии. Согласно первой, перед нами уникальный артефакт, технология создания которого до сих пор остается не до конца понятной. Согласно второй, одна из самых талантливых археологических мистификаций 20 века. Позже Британский музей и Смитсоновский институт провели исследования других хрустальных черепов из музейных коллекций. На части артефактов действительно обнаружили следы сравнительно современных шлифовальных инструментов, из-за чего многие историки пришли к выводу, что как минимум некоторые из черепов были созданы уже в 19 или начале 20 века. Но проблема в том, что это не поставило точку в истории, потому что вокруг черепа Митчелл-Хеджеса споры продолжаются до сих пор. И чем дольше существует эта история, тем сильнее она превращается не просто в спор об одном артефакте, а в спор о том, насколько легко грань между археологией, легендой и человеческим желанием увидеть невозможное начинает размываться. Мы снова возвращаемся в Египет, на территорию древних гранитных карьеров в Асуане. Именно здесь находится один из самых впечатляющих инженерных объектов древнего мира – незавершенный обелиск. Если бы его успели отделить от скалы и установить вертикально, высота монолита составила бы около 42 метров, а масса превысила бы 1200 тонн. Это больше веса нескольких современных пассажирских самолетов вместе взятых. И самое поразительное – этот объект так и остался лежать в карьере, словно древняя стройка остановилась буквально вчера. Работы прекратились после того, как по граниту пошла глубокая трещина. Благодаря этому обелиск сохранил не только свои размеры, но и следы самого процесса обработки камня. Традиционная версия египтологов выглядит так. Рабочие постепенно вырубали обелиск из массива гранита при помощи диоритовых молотов, тяжелых каменных шаров из очень твердой породы. Такие инструменты действительно находили рядом с карьерами. И следы ударной обработки на части объектов тоже существуют. На первый взгляд все звучит логично, пока не начинаешь представлять масштаб работ физически. Асуанский гранит невероятно прочен, и сама идея вырезать монолит подобных размеров вручную, в узких траншеях, без современной техники, начинает выглядеть почти сюрреалистично. Но еще больше вопросов вызывают некоторые следы обработки вокруг обелиска. В карьере сохранились длинные борозды и углубления, которые выглядят необычно ровными и плавными. Именно на них обращал внимание инженер Кристофер Дан, предположивший, что древние мастера могли использовать более сложные методы обработки камня, чем принято считать. Большинство археологов с такими выводами не согласны. По их мнению, подобные следы вполне объясняются комбинацией ударной обработки, абразивов и огромного количества ручного труда. И все же сам объект производит странное впечатление даже сегодня, потому что незавершенный обелиск – это уже не просто древний памятник, это буквально застывший производственный процесс. След того, как цивилизация несколько тысяч лет назад пыталась вырезать из цельной скалы монолит размером с современное многоэтажное здание. А вот здесь мы подходим к истории, которая уже много лет балансирует где-то между интернет-легендой, геологической аномалией и откровенной псевдонаукой. Речь о так называемом лабинском микрочипе, странной находке, фотографии которой периодически появляются в документальных подборках о невозможных артефактах. Согласно распространенной версии истории, в Краснодарском крае России, рядом с городом Лабинском, был найден фрагмент камня, внутри которого находилась структура, внешне напоминающая электронную микросхему или крошечную печатную плату. И нужно признать, на фотографиях объект действительно выглядит тревожно знакомо. Геометрические линии, повторяющиеся элементы, структура, похожая на дорожки и ячейки – все это слишком сильно напоминает современную электронику, чтобы интернет мог пройти мимо такой истории. И дальше начинается неизбежная эскалация. Возраст в сотни миллионов лет, древние цивилизации, следы неизвестных технологий, невозможные металлические соединения внутри породы. Но именно здесь важно сделать паузу. Потому что в отличие от антикитерского механизма или египетских артефактов, история лабинского объекта практически не имеет надежной научной документации. Нет полноценных опубликованных исследований, признанных научным сообществом. Нет доступных образцов для независимого анализа. И большая часть информации существует в виде фотографий, пересказов и публикаций на альтернативных ресурсах. И это резко меняет ситуацию. Скептики считают, что речь идет либо о природной структуре минерала, либо о визуальном совпадении, которое человеческий мозг интерпретирует как знакомую технологическую форму.
Подобные эффекты действительно встречаются в геологии. Некоторые кристаллические образования и окаменелости иногда выглядят почти искусственно. А теперь поговорим об истории, которая уже выходит за пределы археологии и переходит в территорию, где заканчиваются факты и начинается современная мифология технологий. Речь о Розуэле, событии, которое с 1947 года стало, пожалуй, главным символом всех конспирологических теорий о внеземных технологиях. Официальная версия известна. Американские военные заявили, что в пустыне Нью-Мексико потерпел крушение секретный метеозонд программы Магул. Но почти сразу начали появляться рассказы очевидцев о странных металлических обломках, найденных на месте падения. И эти рассказы оказались куда живучее официальных отчетов. Некоторые свидетели описывали материал как необычайно легкий и тонкий, но при этом очень прочный. Особенно популярной стала история о металле с памятью формы. Якобы его можно было смять руками, а затем он самостоятельно возвращался к первоначальному виду. Сегодня подобные материалы уже не звучат как чистая фантастика. Современная наука действительно знает сплавы с памятью формы и сложные композиты с необычными физическими свойствами. А значит, сама идея странного металла перестала выглядеть абсолютно невозможной. Именно вокруг этого сходства между старыми рассказами и современными технологиями позже вырос огромный пласт легенд о невозможных сплавах и материалах, опередивших свое время. В 1990-х интерес к теме вспыхнул снова, когда появились заявления о существовании необычных многослойных материалов, предположительно связанных с Розуэлом. Некоторые исследователи действительно изучали образцы сплавов на основе магния и висмута, пытаясь понять их структуру и свойства. Наука сегодняшнего дня действительно изучает так называемые метаматериалы, сложные композиты с необычными электромагнитными свойствами. Некоторые из них способны взаимодействовать с излучением весьма нестандартным образом. Но заявления об антигравитации, изменении массы или внеземном происхождении подобных образцов до сих пор не имеют убедительных подтверждений. Поэтому история Розуэла остается не столько научной загадкой, сколько культурным феноменом, который наглядно демонстрирует, как холодная война, секретные военные проекты и человеческое воображение постепенно создали один из самых живучих технологических мифов 20 века. И, наконец, тема, которая в последние годы стала одной из самых громких и самых токсичных в мире альтернативной археологии. Речь о так называемых мумиях Наска, обнаруженных в Перу в 2017 году. Согласно опубликованным заявлениям, в одной из пещер были найдены мумифицированные тела с необычными анатомическими особенностями, удлиненными черепами, трехпалыми конечностями и пропорциями, не характерными для обычного человеческого скелета. Наибольшую известность получила мумия, которую назвали Мария, и нужно признать, первые опубликованные снимки выглядели по-настоящему тревожно. История почти мгновенно взорвала интернет. Журналисты, исследователи, сторонники альтернативных теорий все начали спорить о том, что именно было найдено в пустыне Наска. Несколько групп действительно провели компьютерную томографию, рентгенографию и другие исследования останков. На опубликованных снимках некоторые элементы анатомии действительно выглядят необычно и вызывают множество вопросов. Сторонники подлинности утверждают, что тела обладают целостной анатомической структурой и не похожи на грубую сборку из отдельных костей. Они также ссылаются на результаты датировок, показавших значительный возраст некоторых образцов. Но чем громче становились заявления, тем более жестко реагировало научное сообщество. Скептики, включая многих антропологов и представителей научного сообщества Перу, придерживаются противоположной позиции. По их мнению, часть мумий могла быть искусственно модифицирована уже в современную эпоху с использованием человеческих и животных останков. Некоторые специалисты прямо называют историю Наска примером археологической мистификации. Тема мумий Наска очень быстро вышла из научной плоскости и превратилась в идеальную среду для интернет-спекуляций, особенно после громких заявлений о нечеловеческой ДНК. Но в реальной генетике подобные формулировки далеко не всегда означают неизвестный вид. Очень часто речь идет о поврежденных образцах, загрязнении материала или неполной расшифровке древней ДНК. Вот поэтому вокруг мумий Наска до сих пор нет научного консенсуса. С одной стороны, необычные изображения, томография и огромное количество людей, убежденных, что перед нами нечто действительно аномальное. С другой – высокий риск манипуляций.
отсутствие прозрачной исследовательской цепочки и крайне токсичная информационная среда вокруг всей темы. Давайте признаем одну простую вещь. Древний мир был намного сложнее и технологичнее, чем мы привыкли думать. Мы увидели механизмы, способные рассчитывать затмения за 2000 лет до появления современных компьютеров, гигантские каменные монолиты, которые даже сегодня производят почти сюрреалистическое впечатление, артефакты, вокруг которых до сих пор спорят инженеры, археологи и материаловеды. И чем глубже начинаешь погружаться в такие истории, тем страннее становится общее ощущение от прошлого. Потому что главный вопрос здесь даже не в том, как именно это сделали. Гораздо интереснее другое. Почему история технологий так редко развивается по прямой линии? Иногда знания появляются, достигают невероятного уровня, а потом исчезают вместе с цивилизациями, которые их создали. И сильнее всего, пожалуй, тревожит именно это. Потому что многие из объектов, о которых мы сегодня говорили, не выглядят как первые неуверенные шаги технологии. Наоборот, они выглядят так, будто стоят в самом конце длинной инженерной традиции, большую часть которой мы просто больше не видим. При этом важно понимать, ни один из артефактов в этом ролике не требует мистики или пришельцев для объяснения. Но каждый из них напоминает о другой вещи. Человеческая история гораздо менее простая, чем ее обычно представляют в школьных схемах и коротких хронологиях. И, возможно, самые интересные открытия о прошлом человечества нас еще ждут. Подписывайтесь на канал «Карта невозможного». Здесь реальные артефакты, странные инженерные истории и загадки прошлого, вокруг которых до сих пор продолжаются споры. И обязательно напишите в комментариях, какой из объектов показался вам самым удивительным и какой, наоборот, самым спорным.